Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет про город Назарет, про гору Фавар или Товар и про кемпинг на озере Кенерит. На озере Кенерит я буду не впервые, но в Назарете и на горе, да. Поэтому беру вас с собой, надеюсь, вам понравится видео. Досмотрите до конца, ставьте пальцы вверх, поддерживайте меня, я очень рада каждому комментарию. А мы с вами начинаем. Поехали! Итак, друзья, начинаем наше путешествие, и сразу же, что мне бросается в глаза, так это то, что на обочинах просто каждые 50 метров продают кукурузу. Здесь я предлагаю вам полюбоваться красотами севера, и надо сказать, что Назарет — это действительно жемчужина Галилеи. Это очень древний город, и известен он как место, где прошло детство Иисуса Христа. Назарет разделен на старый и новый город. Мы с вами проедем и по старому, и по новому городу. Я покажу вам немного базилики, но заострять внимание подробно не буду, потому что на эту тему есть много видео. Смотрите, мы уже въезжаем в Назарет, и вы можете видеть просто огромное количество минаретов, церквей. Все даже снять не получается. Очень такие крутые склоны, своеобразное движение, и, конечно, бросается в глаза просто какое-то гигантское количество мусора. Здесь вы видите, как мы едем по обычному жилому кварталу, очень узенькие улицы, но водители смело маневрируют. В общем, мы решили остановиться в магазинчике, купить воду в дорогу. How much? 15. Good. В городе живут в основном арабы-христиане. Улочки города очень узенькие, и в этих улочках вы можете найти разные кафешки. И сейчас мы приближаемся к базилике Благовещения. Это самое известное место в Назарете. Сам храм очень большой, современный, красивая мозаика и витражи. Не хочется заострять большое внимание на базилике, потому что очень много видео в интернете на эту тему. Если вам это действительно интересно, вы можете найти в YouTube огромное количество видео. Прогуливаемся по улочкам и набрели на... Я вижу, что это школа 1930 года. На самом деле весь вот стиль, пока мы здесь идем, очень похож на такой вот итальянский немного. Грязно, но это не портит особой картины, потому что здесь все очень-очень старое. Там впереди нам сказали особо нечего смотреть, есть только там всякие ресторанчики, где можно купить кнафы. Вот, но мы решили пройти проверить. Представляете, это школа, но вот как красиво все это оформлено. Тут разные магазинчики есть, в которых продаются одежда, аксессуары для кемпинга разные. Туристы приезжают сюда по разным причинам, не только по религиозным. Многие просто хотят увидеть старый восточный город с богатой историей, вкусно поесть, пофоткать улицы и погулять по рынку. А мы с вами нашли замечательное кафе, очень красивое, с приятными ценами. Это кафе наподобие библиотеки. Здесь вы можете взять, почитать книги. Есть также второй этаж, к сожалению, он был закрыт. Там есть выставка картин. Можно купить поделки из керамики, также разные подвески, шоперы, тарелки, винтаж, мыло, что только здесь не продавали. А мы решили купить пару открыток, чай и кофе. Что касается меню, цены в Назарете примерно такие же, как и в Иерусалиме. Вот вы можете читать меню, оно дублируется на английском и на арабском. В Назарете мы не стали долго задерживаться и поехали на нашу следующую точку. Это гора Фавор. Это одна из самых известных библейских гор, и находится она на севере страны, в Нижней Галилее. Гора высотой 575 метров. Она действительно заметно выделяется на фоне окрестностей. Что есть на горе? На горе есть францисканский монастырь и церковь Преображения, которая была построена в 20 веке, но она была закрыта, поэтому мы просто насладились прекрасными видами. По дороге к горе вы можете наблюдать красивые деревни, виноградники, много зелени, полевые цветы, с вершины открывается вид на горы Галилеи. Иногда в хорошую погоду говорят, что открывается вид даже до горы Кармель и горы Гильбоа.
Но мы, друзья, приближаемся с вами к нашей финальной точке, а именно к озеру Кинерет, где мы с вами и проведем ночь, и я покажу вам окрестности. Посмотрите, какой потрясающий вид открывается с дороги. Дорога эта, кстати, очень петлистая и довольно опасная. И расскажу вам немного про Кинерет. Кинерет – это большое озеро на севере, оно пресное, и несмотря на то, что его часто называют морем, оно море только по названию. Хочу вам рассказать один миф, связанный с озером Кинерет. Говорят, что именно здесь Иисус ходил по воде, именно здесь он накормил 1000 людей несколькими хлебами и рыбами, а еще он успокоил бурю. Но это не так. Именно это место для христиан со всего мира является не просто водоемом, а местом силы. И если оставить религию в стороне, Кинерет все равно действительно очень-очень интересен. Все-таки спать не получилось, и я решила немного рассказать вам о месте. Здесь час стоит 5 шекелей. То есть, если вы здесь ночуете, сами посудите, сколько вам это обойдется. Очень много людей, просто гигантское количество. Даже можно посмотреть по парковочным местам, что их нет. Очень много грязи, очень много людей. Сильный ветер довольно-таки. Просто посмотрите, какое количество людей. То есть вообще негде просто даже поставить палатку. Просто посмотрите. Уже пришли люди, я посмотрела и убирают здесь, и можно наблюдать. Там 2 мужчины собирают мусор. Мы решили прогуляться по территории, нашли вот еще такое место. Здесь рыбу ловят, но плавать запрещено, потому что спасательная будка немного дальше находится. Вот если посмотреть вперед, то мы вот там вот. Видно нашу палатку. Решили пройтись, посмотреть окрестности. Вот какое озеро Кинерет огромное. Кто-то поставил удочки, рыбачит. Чё? Серая пара. Также вон кто-то плавает на доске. Погода сейчас отличная. Солнце слегка, наверное, 8 или 9 утра. Поэтому еще не так жарко. Мне очень нравится природа севера, потому что она похожа чем-то на природу Беларуси, потому что я очень скучаю по зелени именно. Если вы спросите мое мнение, стоит ли ехать на кемпинг на озеро Кинерет, я, конечно же, вам скажу да, особенно если у вас есть дети. Пляж, на котором мы были, оборудован всем необходимым. Здесь есть и туалет, и душ. Вход, да, платный, но есть несколько пляжей, которые вы платите не по часовую оплату, а просто за сам вход. Это будет 30 шекелей, может быть 40, может быть 50, все зависит от пляжа. Важно еще сказать, что Кинерет дает воду всей стране, по берегам живут люди, которые выращивают фрукты, держат фермы, принимают туристов. И здесь можно поплавать, порыбачить, взять лодку, встать с палаткой, просто посидеть вечером у берега, и будет ощущение, что ты в необычном месте. И, конечно, кемпинг на Кинерете – это про простоту и покой, когда ты просыпаешься с видом на воду, готовишь завтрак на земле, когда ты чувствуешь, как на самом деле мало нужно тебе для счастья.
Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайк и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!